Всем привет! Проведем урок на Laravel, попробуем создать это логин и регистр page, в котором можно будет регистрировать пользователя, а также логиниться. Попробуем создать новый проект и на нем попробуем создать авторизацию. Так, открываю консоль и устанавливаю новый проект. Как устанавливать новый проект, это можно посмотреть в первом уроке. Так, ну пока оно будет устанавливаться, как установится, включу далее запись. Так, итак, проект установился. Теперь я, получается, добавлю домен в Open Server, также подключу к ней базу. В процессе установки уже установился Laravel версии 7. Можно проверить, какая версия Laravel вот с помощью PHP Artisan. -v. Это можно... Ага. Так. Чуть медленно у меня консоль работает. Вот, -v version. Можно узнать версию Laravel установленной. -v. Вот. 7.2.2. Так, открываю проект на Open Server, на PHP Storm. Так, у меня получается Authorization Laravel Local. Это тот проект. Я его запускаю. Так, вот. Теперь добавим то, о чем планировали изучить. То есть тут будет ссылка на логин page, а тут будет регистрация. Так, версии, если я не ошибаюсь, начиная с 6 версии, там делается вот таким вот образом.
Это ссылка будет в описании видео, в котором которую я скину. С помощью данных команд можно будет установить авторизацию. Так, первое мы устанавливаем Laravel UI. Тут получается той ссылки, которой здесь, тут получается версия 1.0, она уже не подходит для версии Laravel 7.2.2, поэтому нужно устанавливать команду вот, Composer require Laravel UI -dev без вот этой вот версии. И Laravel, получается, подберет автоматически подходящую версию. В данном случае оно подобрало 2.0. 1.0 там ошибка вывелась. Вот. То есть она выполнилась неуспешно. Сейчас установится. Так, установилось. Так, смотрим, что здесь появилось. Так, у нас получается... Так. Ага. Так, дальше. Дальше надо установить, выполнить данную команду. И вот получается оно добавило root, aus routes. Далее папки view создала папку aus. В ней есть логин, регистр. Это подтверждение. Тут получается восстановление пароля. Есть. Далее там еще папки app http контроллер. Есть папка aus, и в ней контроллеры для авторизации. И есть, получается, у нас уже ссылка local. Ой, логин. Угу. Ну, тут, получается, добавлены стили и JS, app. То есть почему-то в новых версиях Laravel нету вот этих файлов. Вот оно ищет их, а их нету. Получается, их надо добавить. Вот я подготовил уже. Тут вот CSS, app CSS. Я его копирую. Ну, и также JS, app.js. Эти два файла надо поместить папку паблик проекта.
Данные файлики я размещу под описанием видео, и можете скачать и разместить. Так, обновляем. Вот оно подгрузило. Так, далее. Ну, попробуем зарегистрировать пользователя. Ну вот, получается, зарегистрировала пользователя, можно это проверить. Вот, получается, меня добавило. Так, тут вот логаут можно сделать, пробовать зарегистрироваться. Вот я зарегистрировался. Также тут есть вот забыли пароль, ссылка, на котором можно будет восстановить пароль. Так, получается, вот это вот контроллер. Контроллер логин пейджа. Тут вот функции, они, получается, находятся вот тут вот написан trade. Он находится в папке vendor. Далее Laravel. Далее framework, src, eliminate, foundation, aus. Поправочка, получается, ранее вот создавали здесь вот ну, код вот этих вот трейтов, оно находилось здесь. А сейчас оно, получается, находится UI, aus backend, вот оно, authenticates users. Вот тут получается функции для логинизации. Точно так же вот с этим регистр контроллер. Здесь вот прописан registers users trade. Вот путь. Он находится в папке vendor. Далее Laravel. Далее UEE. Далее aus backend. И вот оно, регистр users. Registers. Вот он. Здесь получается функции для регистрации. Далее еще получается, можно заметить, что когда мы выполнили
данную команду, у нас еще появилось здесь вот layouts и ppblade. Здесь получается вот оно, вот это вот app.kss, что вначале оно выдавало 404, то есть не было файлов. Вот app.js точно так же. Тут вот оно кнопочки логин и register. Вот оно логин, register. Вот это оно. Логин. Вот register. Ну, вот оно. Также ниже вот это вот в следующих уроках объясню, как это работает. То есть, получается, вот эта страница, она как бы как ну, контейнер, и в нее динамически меняется вот этот вот контент. Это у нас вот логин, вот оно контент. Точно так же. Ну, на следующих уроках более подробно объясню. Ну, а сейчас, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи.